Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Буквально сейчас в Германии набирают обороты новые схемы в сфере коммунальных услуг и решения, способные в один момент привести к серьезным финансовым потерям для семейного бюджета. Сначала разберем надежную защиту для вашего кошелька, как мошенники, представляясь продавцами электроэнергии, пытаются получить у жителей данные счетчиков и склонить их к заключению невыгодных договоров прямо у двери квартиры. Во второй части честный финансовый аудит. Сколько реальных средних зарплат сегодня нужно отложить, друзья мои, чтобы купить новый автомобиль в Германии обычным воспитателям, продавцам и врачам. И под занавес важный дорожный разбор. Почему в Германии снова обсуждают возможную отмену привычных ограничений скорости в 50 и 100 км в час. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, сегодня специалисты по защите прав потребителей в Германии предупреждают о новой волне мошеннических схем при продаже электроэнергии от двери к двери, о которой обязан знать каждый житель Германии. Сценарий выглядит достаточно типично. Неизвестные люди сегодня неожиданно звонят в дверь и под предлогом более выгодных тарифов пытаются убедить жильцов, то есть нас с вами, как можно быстрее оформить новый договор или сообщить данные счетчика. Такие консультанты, внимание, действуют очень настойчиво прямо на пороге вашего жилья, преследуя единственную цель – это получить от жителей данные коммунальных договоров. В этот список входят ваш точный домашний адрес, имя текущего поставщика электроэнергии и уникальный номер вашего счетчика. Защитники прав потребителей в Потсдаме уже предупреждают о росте подобных случаев в жилых кварталах города. Руководство шведского энергетического гиганта Vattenfall официально обратилась к гражданам с рекомендацией не предоставлять ни в коем случае посторонним лицам доступ к приборам учета и квитанции. Получив эти данные, злоумышленники могут попытаться без вашего, друзья, согласия инициировать смену действующего договора с поставщиком электроэнергии. В результате человек рискует оказаться на менее выгодном тарифе с более высокими расходами. Понятно? Дальше. Юристы компании правовой защиты ADAC Rentschutz рекомендуют жильцам не вступать в длительные разговоры с незнакомыми и при необходимости сразу завершать беседу, чтобы затем не пришлось оспаривать спорные договоры. Полицейские сводки сегодня, друзья, уже показывают, что во время подобных неожиданных визитов мошенники нередко стараются втянуть людей в продолжительные разговоры, снижая их бдительность. И помните, если речь действительно идет об официальной проверке, как правило, они заранее, друзья, сообщают через официальное, правильно, уведомление или другим установленным способом. Незваные гости действуют очень уверенно. Они могут пугать пожилых людей, то есть пенсионеров, вымышленными штрафами, создавать сильно психологическое давление и заставлять растерянного человека искать старые платежные документы за электроэнергию. Специалисты, например, южнокорейского энергетического гиганта НБВ, подчеркивают, что злоумышленникам не нужен ваш паспорт. Нет, друзья, их в первую очередь интересуют именно данные с прибора учета. Запомнили? Если эти сведения окажутся в чужих руках, может появиться возможность без вашего, друзья, согласия, то есть ведома, инициировать перевод договора к другому поставщику электроэнергии, условия которого могут оказаться для вас менее выгодными. Подобная возможность появилась после недавних изменений в цифровом взаимодействии между поставщиками коммунальных услуг, о котором я вам рассказывал, которые изначально вводились для упрощения оформления договоров. Однако, друзья, сегодня этой процедурой пытаются воспользоваться и мошенники. Менеджеры популярного эко-бренда Yellow предупреждают, что в подобных случаях люди могут неожиданно столкнуться с прекращением прежнего договора и получить новые документы от другого поставщика. В результате, соответственно, можно лишиться выгодного своего фиксированного тарифа и платить за электроэнергию уже больше, чем раньше. Поэтому, друзья мои, храните коммунальные счета и данные приборов учета подальше от посторонних глаз.
Когда, скажем так, незваные камевояжеры без какого-либо предупреждения появляются на пороге вашего жилья и начинают настойчиво предлагать оформить документы, сразу что включайте режим максимальной осторожности. Не затягивайте разговоры, не вступайте в долгие споры и не отвечайте на лишние вопросы на лестничной площадке. Если вам все-таки предлагают подписать какие-то либо сомнительные бланки или оформить якобы выгодные субсидии, спокойно и твердо заявите, что эти услуги вас не интересуют. После чего попросите посетителя покинуть территорию подъезда. Не сообщайте посторонним свои персональные данные ни в коем случае. Ваши личные данные злоумышленники могут узнать даже и по табличке «Где?». Правильно догадались, на почтовом ящике. Однако информацию о вашей коммунальной компании и данные прибора учета необходимо держать где? Правильно, в секрете. Ни при каких условиях не подписывайте незаполненные договоры, не ставьте подписи на планшетах и не демонстрируйте банковские документы. По закону вы имеете полное право не впускать посторонних людей в свою квартиру, общий тамбур или подвальное помещение вашего дома. Если же посетители ведут себя, скажем так, настойчиво, или пытаются проникнуть внутрь без вашего согласия, что правильно, не вступайте в конфликт, а сразу куда обращаться? В полицию. Эксперты эко-провайдера Прима призывают граждан не паниковать, если вам действительно нужно подобрать более выгодные коммунальные тарифы. Делайте это самостоятельно в спокойной, друзья, домашней обстановке через официальные интернет-сайты. Достаточно поднять свою последнюю бумажку, квитанцию за прошлый год и без лишней спешки сравнить, соответственно, предложения разных поставщиков. Если такой переход окажется экономически для вас, друзья, выгодный, вы самостоятельно заполняете электронную заявку на официальном портале выбранной компании, после чего процедура смены поставщика проходит в установленном порядке. Но подобные финансовые решения требуют и максимальной вашей внимательности. Консультанты правового бюро Ergo Rechtsschutz предупреждают, что поспешные решения, принятые прямо в прихожей, в тамбуре под психологическим давлением незнакомых людей, могут привести к подписанию невыгодных договоров и дополнительным расходам при их досрочном расторжении. Поэтому, если, друзья, у вас возникли хотя бы малейшие сомнения или подозрения хотя бы, спокойно откажитесь от любых предложений, продолжайте пользоваться действующим договором до тех пор, пока не сможете самостоятельно проверить всю информацию и без колебания завершите разговор с сомнительными консультантами. Также еще помните, друзья мои, что безопасность ваших личных данных, сбережений и банковских счетов во многом зависит от кого? Правильно, от вашей, друзья, внимательности и осторожности. А дальше, друзья мои, давайте с вами разберем вместе масштабный аудит личных доходов, определяющий реальные сроки накопления на покупку автомобиля. Мы с вами сейчас выясним, сколько чистых ежемесячных окладов требуется жителям Германии для приобретения личного транспорта. Выход народного электромобиля Volkswagen ID Polo по цене 25 тысяч евро позиционируется как один из самых доступных вариантов в своем классе. Однако, друзья, отчеты крупной биржи Leasingmarkt показывают, что даже такой ценовой уровень остается серьезной финансовой нагрузкой для многих семей. При этом бензиновый хэтчбэк Volkswagen Golf стоит примерно, я напомню, на 4400 евро дороже, поэтому многим покупателям приходится откладывать покупку или пользоваться кредитными программами. Размер необходимых накоплений напрямую также зависит от, соответственно, вашего уровня дохода. Обычной продавщице в супермаркете с чистой получкой в 1973 евро пришлось бы откладывать весь доход более полугода, чтобы купить компактный хэтчбэк Opel Corsa стоимостью 22 900 евро. Аналитики Santander Consumer Bank подсчитали, что для приобретения автомобиля стоимостью 29 400 евро той же сотруднице потребуется сумма, эквивалентная примерно 15 чистым месячным окладам. Для приобретения популярного американского кроссовера Tesla Model Y человеку со сравнительно невысокой получкой потребуется сумма, эквивалента почти 21 полному месячному окладу.
Если же, друзья мои, ваша цель технологический электрический кроссовер Audi Q6 e-tron стоимостью 55 500 евро, то при условии максимально возможных накоплений на это может уйти около 28 месяцев, то есть почти 2,5 года. Сейчас перед вами на экране появится наглядный ведомственный отчет, где можно детально изучить эти финансовые расчеты. Несколько проще ситуация складывается у воспитателей детских садов, чьи условия оплаты труда регулируются коллективными соглашениями. При среднем чистом доходе воспитателя садика около 2651 евро в месяц им потребуется откладывать средства чуть больше 8 месяцев, чтобы накопить на простейший базовый городской автомобиль. Аналитики страховой компании Barmenia добавили, что при приобретении народного немецкого хэтчбека Volkswagen Golf работникам образования потребуется сумма, эквивалентная примерно 11 чистым месячным заработным платам. При этом в расчет не входят обязательные расходы на аренду жилья, продукты питания и другие повседневные траты. Поэтому, друзья мои, на самом деле накопить такую сумму многим оказывается намного сложнее. Для приобретения популярного американского кроссовера Tesla Model Y воспитателям потребуется накопить сумму, эквивалентную примерно 15 чистым месячным окладам. Если же их цель премиальный электрический кроссовер Audi Q6 e-tron, то на это потребуется около 21 месяца накоплений, то есть почти 2 года. Совсем иначе ситуация выглядит у врачей, специалистов с высоким уровнем квалификации. При среднем чистом доходе около 4218 евро в месяц покупка личного транспорта оказывается для них немного более доступной. Например, накопить на компактный хэтчбэк Opel Corsa можно примерно за 5,5 месяцев. Консультанты крупного потребительского банка Targa Bank отмечают, что народный немецкий хэтчбэк Volkswagen Golf становится доступнее действующим врачам примерно через 7 месяцев накоплений. Более высокий уровень дохода позволяет многим медицинским работникам обновлять личный автомобиль намного быстрее, чем людям со средними доходами, и в ряде случаев обходиться без длительных кредитных программ для долгосрочного лизинга. На приобретение того же американского электромобиля Tesla врачам потребуется сумма, эквивалентная примерно 9-месячным окладам. Чтобы приобрести премиальный электрический кроссовер Audi Q10 e-tron, специалисту с высоким уровнем дохода необходимо откладывать средства аж около 14 месяцев. Это быстрее, чем требуется многим работникам с более низкими доходами. Ну а среди наиболее высокооплачиваемой категории традиционно находятся депутаты Бундестага, чей средний чистый ежемесячный доход составляет около 5515 евро. При таком уровне дохода городской хэтчбэк Opel Corsa можно приобрести примерно после 4 месяцев накоплений. Народная модель Volkswagen Golf становится доступна примерно через 5 месяцев, а электромобиль Tesla примерно через 8 месяцев. Для покупки премиального немецкого седана Audi A6 потребуется соответственно меньше года накоплений. Аналитики информационного портала Эхо24 также обращают внимание, что помимо текущих доходов депутаты имеют и отдельные пенсионные правила, которые существенно отличаются от пенсионного обеспечения большинства работников Германии. И это еще не все, друзья мои, потому что мы с вами прямо сейчас переходим к важному дорожному разбору, где обсуждение возможной реформы скоростных режимов на дорогах Германии может изменить привычную жизнь немецких водителей-автомобилистов. Итак, в Германии продолжается дискуссия о возможном пересмотре действующих ограничений скорости. Один из рассматриваемых вариантов сегодня это предполагает изменение базовых лимитов, то есть в населенных пунктах до 30 км в час, а на загородных дорогах до 80 км в час. Экологические организации поддерживают подобные предложения, тогда как многие автомобильные объединения относятся к ним критически. Эксперты картографического гиганта TomTom отмечают, что в случае реализации подобных изменений потребуются большие расходы на замену дорожных знаков и обновление навигационных систем. Предлагаемая инициатива меняет привычную логику всей организации дорожного движения. То есть, если сейчас в большинстве населенных пунктов по умолчанию действует ограничение 50 км в час, а более низкие лимиты устанавливаются лишь на отдельных участках, то обсуждаемый вариант предусматривает обратный, друзья, подход.
Внимание! В этом случае ограничение в 30 км в час может стать базовым, запомнили, базовым правилом для большинства городских улиц, а более высокая скорость будет разрешаться только там, где это будет специально обозначено соответствующими дорожными знаками. Если же подобные изменения будут приняты, более низкая скорость может стать базовым стандартом для большинства городских улиц, а возможность двигаться быстрее будет определяться, как я сказал, установленными специальными дорожными знаками и решениями местных дорожных служб. Аналогичные изменения обсуждаются и для загородных дорог. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает снижение стандартного ограничения скорости со 100 до 80 км в час. Менеджеры страхового концерна HDI представили расчеты, согласно которым подобные меры способны существенно повлиять на безопасность дорожного движения. Внимание! Число серьезных аварий на региональных трассах может сократиться примерно аж на 26%, а количество смертельных ДТП примерно на 35%. Если же такие изменения вступят в силу, многим водителям действительно придется пересмотреть свои привычки за рулем. Экологический комитет также приводит свои аргументы. По представленным оценкам, подобная реформа может сократить выбросы углекислого газа примерно на 11,7 миллиона тонн в год и внести большой вклад в достижение климатических целей страны к 2030 году. Однако, друзья мои, вокруг этой всей инициативы продолжаются активные политические дискуссии. При этом другие европейские страны придерживаются совершенно иных подходов. Например, в Нидерландах власти приняли решение увеличивать допустимую скорость на отдельных автомагистралях, посчитав такой вариант более сбалансированным для транспортной системы и экономики. Внутри Германии за продвижение этих масштабных мер выступает влиятельное общественное объединение. В этот союз вошли немецкая экологическая помощь, Дух, влиятельный профсоюз дорожной полиции, активисты Greenpeace, а также благотворительные ассоциации поддержки пострадавших в авариях. Аналитики авторитетной страховой компании Zurich Versicherung отмечают, что экологические организации не намерены на самом деле останавливаться на городах и предлагают распространить эти ограничения и на легендарные немецкие автобаны. Представляете, установив там лимит максимум 120 км в час. Давление сегодня на законодателей усилилось после решения суда, признавшего прежние нормы недостаточными с точки зрения защиты окружающей среды. Сторонники реформы призывают как можно быстрее использовать судебное решение и снизить скоростные лимиты ради сокращения вредных выбросов. Менеджеры также французского автоконцерна Renault подтверждают, что производители уже учитывают возможные дорожные изменения при разработке новых моделей. Электроника будущих автомобилей сможет автоматически распознавать ограничения скорости при въезде в городские кварталы и помогать водителю соблюдать установленный режим движения. А владельцам таких машин придется привыкать, друзья, к новым технологиям, поскольку электронные системы будут все активнее участвовать в контроле вашей скорости. Заводские карты и штатные приборы новых автомобилей постепенно адаптируют к автоматическому снижению скорости при пересечении границ жилых кварталов. Намного выгоднее заранее подготовиться к возможным изменениям правил, чем регулярно оплачивать штрафные квитанции за превышение установленного лимита скорости. Но, друзья мои, насколько же реален этот сценарий со снижением планки до 30 и 80 км в час в Германии? Сегодня большой общественный резонанс и тысячи подписей под петицией к федеральному канцлеру Фридриху Мерцу подтверждают, что эта реформа стала одной из самых обсуждаемых политических тем последних месяцев. Правящие социал-демократы СДПГ продолжают выступать за введение лимита в 130 км в час для безлимитных автобанов. Консервативный же блок ХДС, ХСС, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз придерживаются совершенно противоположной позиции, выступая в защиту интересов автомобилистов и сохранения существующих правил на автобанах. Аналитики подчеркивают, что эта дискуссия разделила немецкий парламент на сторонников и противников реформы. Водители напрямую затронет итоговое решение, ведь замена дорожных знаков потребует больших бюджетных расходов.
Но, тем не менее, друзья мои, обсуждение инициативы продолжается, а власти сегодня ищут компромиссный, скажем так, вариант, который сможет учесть интересы совершенно разных сторон. Но свежие социологические замеры авторитетной исследовательской службы Форса показали неожиданный на самом деле результат. Внимание! 57% опрошенных граждан Германии полностью поддерживают идею внедрения единого скоростного лимита на главных автомагистралях страны. Удастся ли сторонникам этой инициативы убедить большинство в Бундестаге и реализовать предложенные изменения, покажет, конечно же, ближайшее будущее. Но в то же время адвокаты специализированного правового интернет-портала Юрикс круглосуточно отслеживают малейшие какие-либо законодательные изменения, помогая обычным автовладельцам вовремя разобраться в новых правилах и избежать крупных штрафов на немецких дорогах. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про аферу со счетчиками электроэнергии, расчет стоимости машин в зарплатах и возможные изменения скоростных лимитов, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.